привет, я Алексей Сергушчев, я представляю лабораторию биоинформатики, которая работает при университете ИТМО, при Центре компьютерных технологий. Этой лаборатории уже около 10 лет. Мы начинали тогда еще, собственно, при кафедре компьютерных технологий, когда еще у нас были кафедры, развивались с тех пор. И вот с 2016 года, то есть уже 5 лет, нас поддерживает JetBrains Research. Мы входим в лабораторию JetBrains Research. Идея у нас была довольно простая изначально, что у нас было хорошее образование алгоритмическое, и хотелось как-то его применять к полезным для, не знаю, общества вещам, например, в биологии. И, собственно, вот мы стали заниматься задачами биоинформатики. С тех пор, в общем, так и занимаемся. Соответственно, эта область была интересна, и сейчас интересна JetBrains Research. 2021 год я бы отметил, наверное, может быть, не столько не прямо научным, а с точки зрения развития нашей магистратуры по биоинформатике, которая действует при лаборатории. И как раз научная составляющая состоит в том, что у нас стали выходить много уже статей, и систематично стали выходить статьи наших выпускников в этом году. То есть у нас был первый выпуск в прошлом году, но так как выпуск статей это занимает некоторое время, вот прямо в этом году стало систематично, у нас вышло несколько крутых статей наших студентов, в том числе как выполненных в рамках нашей лаборатории JetBrains Research, так и просто в рамках соседних лабораторий. И для меня это действительно какой-то такой важный момент, что это показывает, что то, чем мы занимаемся, действительно важно, полезно и, в общем, довольно успешно и мотивирует к дальнейшему развитию. И если говорить по более научным проектам, там один из таких наших достижений, хотя и все еще который work in progress, это наш проект, давно идущий по алгоритмам для анализа представленности. Но это такой довольно стандартный метод, подход к анализу биологических данных. И, собственно, что мы сделали в 2016 году, начали делать, мы поняли, как этот алгоритм можно значительно ускорить и улучшить, и с тех пор он стал довольно активно использоваться в мире, и для нас стало важным опубликовать его уже не просто как какой-то там один из методов, а действительно постараться повысить уровень наших статей, публикаций и того, как это все подается. И вот в прошлом году, или позапрошлом уже, мы пытались отправить эту статью в журнал Nature Methods. Мы получили тогда отказ от редактора без рецензии. Это было, на самом деле, оправдано, то есть у нас с научной точки зрения и с технической у нас был замечательный метод, уже его все используют, но действительно важно в таких журналах не только иметь хорошую техническую сторону, но и чтобы статья имела какой-то действительно важный месседж. И вот у нас получилось эту статью доработать. В этом году, в начале этого года, мы ее отправили снова в тот же журнал, и нас уже не отклонили просто так, нас уже отправили на рецензию, мы получили рецензии, в принципе, не то чтобы суперположительные, но и не суперотрицательные. И, в общем, те рецензии, с которыми можно работать, сейчас мы поняли, как на них отвечать, и я надеюсь, что в следующем году у нас все-таки она выйдет, и я смогу в очередных хайлайтс рассказать, что какие мы молодцы и выпустили классную статью. Год сам по себе уже не оказался таким сложным для нас, так как наша работа очень связана с компьютерами и позволяет это делать удаленно. Я бы отметил, что, и на самом деле это работа и предыдущих лет, что у нас получилось к 2021 году организовать хорошие коллаборации, хороших научных руководителей, которые действительно могут выполнять классные работы, руководить студентами и вместе достигать, в общем, хороших научных результатов, которые в итоге можно публиковать в отличных научных журналах. Это действительно там высокий научный уровень, и вот этот год это продемонстрировал, что действительно у студентов вышло очень довольно много таких статей, и я вот этому очень рад. Если говорить о том, как изменилась наша лаборатория с 2010 года, я бы сказал, что глобальная концепция, наверное, не поменялась, но она просто очертилась более точно. И если вот вначале была просто идея, что там студенты кафедры компьютерных технологий умеют хорошо там реализовывать и придумать алгоритмы, и давайте мы попробуем применить это в какой-то хорошей области, то сейчас мы, уже имея опыт работы с биологическими данными, с биоинформатикой, мы понимаем, что у нас довольно осознанный интерес и у меня, как у руководителя, и у студентов, и сотрудников нашей лаборатории именно к биологии. То есть мы понимаем, что это не просто какая-то область, где можно применить знания алгоритмов, а это действительно такая очень современная область, где много можно совершать классных открытий. Ты понимаешь, что они, в общем, довольно близко
лежат и к медицине, и, в общем, в целом к познанию мира. И это очень помогает. То есть сейчас наша, в общем, концепция — это не просто, что мы какие-то делаем какие-то алгоритмы, которые, там, может быть, кто-то потом применит, а это именно разрабатывать алгоритмы, методы, которые действительно могут применяться и применяются в state of the art биологии для совершения новых биологических открытий. На 22 год у меня, в общем, большие надежды. Как я рассказал, у нас довольно большой прогресс в некоторых наших проектах, которые уже давно идут, и я очень надеюсь, что в следующем году они уже оформятся в полноценные статьи, и на самом деле, что наша лаборатория превратится из такой относительно начинающей лаборатории, молодой, активно развивающейся, в состоявшуюся лабораторию, но тоже активно развивающуюся. И если сформулировать мои ожидания следующего года одной фразой, то я бы сказал, что мы просто выйдем на новый уровень.